Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Лошади – верные помощники обезьяноподобных с незапамятных времен. Породы этих прекрасных, экологически чистых транспортных средств удивляют своим разнообразием. Мы уже изучали донскую лошадь, цыганскую, фрискую породы и орловского рысака. Всех их вы сможете найти в плейлисте «Не хищники» или «Домашние питомцы». Ну а сегодня у нас в гостях одна из старейших аборигенных пород лошадей верховно-упряжного типа. Встречайте кабардинскую, она же горская порода лошадей, которая вошла во все мировые справочники по коневодству. В старину в России хороший верховой кабардинец был известен под именем Аргамак. Впрочем, так называли любую дорогую верховую лошадь азиатской или восточной породы. Лошадей так назвали в честь Северокавказской области Кабарда, где на просторных пастбищах выводили породу. Территорию тогда заселял адыгейский или черкесский народ, который управлял большей территорией Кавказа. И хотя кабардинская порода не входит в число элитных, как, например, английская верховая, она определенно заслужила мировую известность как одна из наиболее интересных и самобытных пород лошадей. И по традиции начнем с истории. Уже по названию породы понятно, что родиной данной лошади является один из регионов Северного Кавказа. Причем речь идет о достаточно гористой местности с крутыми, обрывистыми склонами пиков, глубокими ущельями, узкими горными дорогами-тропками и небольшими горными пастбищами. Именно в таких условиях формировалась кабардинская порода лошадей. Кабардинских жеребцов выводили специально для горной местности, поэтому они славятся силой и выносливостью, стойко переносят перепады температуры и давления. В день проходят расстояние до 100 километров, преодолевают горные участки, крутые спуски, каменистые узкие тропы. При этом их никогда не подковывали, и они даже в большом числе не могли выдать, например, передвижение войск стуком своих подков. В настоящий момент существуют две основные точки зрения на то, как появилась данная порода. Согласно первой теории, кабардинцы стали результатом смешения аборигенных степных лошадей с восточными породами – персидскими, туркменскими и даже с арабскими скакунами. Другие специалисты придерживаются мнения, что кабардинская порода абсолютно уникальна и появилась исключительно благодаря жесткой селекции, которой кабардинские коневоды подвергали местных лошадей. Каков бы ни был истинный механизм появления кабардинской породы, результат и в самом деле получился замечательный. Кабардинцам нужна была выносливая и преданная лошадь, которая могла выполнять функции и боевого скакуна, и вьючного животного. Так и появилась порода, которая сочетает в себе хорошую резвость и необычайную выносливость, отчаянную смелость и кошачью осторожность на узких горных тропах. Такой конь в равной мере хорошо проявлял себя и в боевой стычке, и в дальнем переходе. Уже к XVI веку слава о невероятно выносливых и резвых кабардинских скакунах распространилась далеко за пределы Кавказа. Легенды о черкесских лошадях ходили и в Западной Азии, и в Восточной Европе. Купцы и аристократы из этих регионов платили большие деньги за кабардинского коня. Особенно массово эти
Этих животных скупала крымская и турецкая знать. В 20 веке порода сохранила за собой статус одной из лучших горных лошадей. Всю первую половину прошлого века советские селекционеры активно занимались дальнейшим улучшением породы, и к середине 60-х годов появилась так называемая англо-кабардинская порода лошадей. Я уже упоминала о непревзойденной выносливости кабардинцев. Конь, груженный тюками и общим весом до 150 килограммов, способен за сутки преодолеть 100 километров. Делать ему это позволяет крепкая конституция и отличное здоровье, чего нельзя сказать о большинстве изнеженных европейских пород. Многие специалисты отмечают, что у кабардинцев хорошо развита интуиция и умение ориентироваться на местности. Если вдруг всадник собьется с пути, конь сам найдет дорогу домой. Чтобы и в следующих поколениях сохранить доставшуюся кабардинцам от предков легендарную выносливость, сегодня их по-прежнему содержат традиционным табунным методом. На протяжении всего года лошади пребывают на естественных пастбищах, закаляясь в максимально естественных условиях. Лишь маленьких же ребят отнимают от матерей на осенне-зимний период, чтобы выращивать на конюшнях в небольших группах. В красоте и грациозности кабардинские лошади несколько уступают чисто верховым породам, хотя владельцы кабардинцев, разумеется, считают иначе. Внутри кабардинской породы лошадей сформировалось 3 подвида: массивный или альп, коренастое телосложение с крепким костяком, используют для перевозки грузов в сельском хозяйстве; восточный или шолох образовался при скрещивании с верховыми скакунами. У этих лошадей сухое тело, их применяют в конном спорте для верховых прогулок. Характерный или шагди – универсальный тип, сочетает качества 2 предыдущих. В кабардинской породе лошадей встречаются особи любых мастей. Черкесы связывали рабочие качества с окрасом, поэтому сложились некоторые предубеждения. Например, гнедые считают самыми выносливыми. Вороные лучше, чем другие, работают в сумерках и ночью. У серых копыта менее прочные. Рыжие хуже скачут против солнца. Иногда встречаются пестрые кони. На Кавказе такой окрас не любят. Разнородных лошадей не берут для верховой езды. Представители прекрасной кабардинской породы лошадей живут 35-40 лет, и у них довольно сильный иммунитет. Касательно характера кабардинских лошадей существуют противоречивые мнения. Одни утверждают, что нрав у кабардинцев принципиально ничем не отличается от других лошадей, то есть в целом животные доброжелательные и покорные, хотя отдельные особи с норовом тоже встречаются. По другой версии, кабардинская лошадь, наоборот, весьма своенравна, что даже стало причиной появления шуточного одностишия: «Кабардинец лошадь злой, я на ветку, он за мной». Как водится, при 2 полярных мнениях истина всегда где-то между ними. Если отбросить предубеждения и той, и другой стороны, то вырисовывается примерно следующая картина. Кабардинские лошади очень не терпят насилия в отношении себя, но хорошо приручаются при должном к себе обращении. А как вы думаете, каким характером должна обладать настоящая свободная горская лошадь? Пишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!